Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить замечательную летнюю галету с абрикосами. Галета по этому рецепту получается очень сочной. У нее тонкое хрустящее тесто, очень много фруктов, а также один ингредиент, который придает ей особенно изысканный вкус. Для начала делаем творожное тесто. В большой миске взбиваю творог, сливочное масло комнатной температуры и один желток. Отдельно смешиваю сухие ингредиенты – муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавляю сухие ингредиенты к творожной смеси и еще раз взбиваю миксером до получения крошки. Теперь руками собираю тесто в ком. С этим тестом очень просто работать. Его не нужно долго вымешивать. Как только стенки миски станут чистыми, тесто готово. Убираю его в пленку и в холодильник, предварительно придав ему форму лепешки, чтобы потом было удобнее раскатывать. Оставляю тесто в холодильнике примерно 40 минут. Для начинки мне понадобятся крепкие сладкие абрикосы, а также тростниковый сахар, который можно заменить на обычный, и кукурузный крахмал. Абрикосы разрезаю пополам, удаляю у них остатки хвостика и нарезаю на дольки. У меня абрикосы крупные, поэтому нарезаю их на 4 дольки каждую половинку. К абрикосам добавляю сахар и крахмал и аккуратно перемешиваю. Очень важно, чтобы крахмал полностью растворился. Охлажденное тесто я сразу буду раскатывать на пергаменте, на котором и буду выпекать галету. Слегка присыпаю все мукой. Из-за того, что тесто холодное, по краям оно может слегка рваться. Это ничего страшного, просто подровняйте края рукой и еще раз пройдитесь скалкой. Тесто раскатываю в пласт толщиной примерно 3 мм. Основа галеты сформирована, теперь займемся начинкой. И здесь очень важный ингредиент – это абрикосовый джем. Часто выпечка с абрикосами приобретает вкус кураги. Мне это не очень нравится, поэтому я добавляю абрикосовый джем, и именно он создаст изысканную нотку. На одну галету я использую 2 столовые ложки джема. Сверху выкладываю абрикосы, еще раз предварительно их размешав. Теперь загибаю края и защипляю их. Абрикосов, как вы видите, я беру много, поэтому действовать нужно осторожно, чтобы не порвать галету. Переношу ее в противень, в котором буду выпекать, и смазываю бортики сливками. Вместо сливок можно взять желток. Бортики присыпаю миндальными лепестками. Миндаль и абрикосы – это очень вкусное сочетание. А также дополнительно распределяю по всей галете 1 столовую ложку тростникового сахара. Выпекаю галету в разогретой до 200 градусов духовке примерно 1 час, а затем охлаждаю ее на решетке. Посмотрите, какая яркая, красивая галета у нас получилась. И поверьте, она очень вкусная и очень сочная. Давайте я покажу вам ее в разрезе. Тесто тонкое, хрустящее и щедрый слой абрикосов. Галета не растекается и не размокает. Спасибо вам за внимание. Желаю хорошего дня и вкусной еды.